Доктор Машинкова. Маленький оранжевый автобус едет по дороге и что-то напевает себе под нос. Как вдруг на перекрестке он видит странный знак, которого раньше здесь не было. Маленький автобус решил проверить, что там такое, и отправился этой дорогой. Ой-ой-ой, врезался автобус и повредил переднее крыло. Нужно срочно ехать к доктору Машинковой. Узнала доктор Машинкова, как все произошло, и пообещала помочь автобусу с ремонтом. С чего же начать ремонт? Конечно, сначала снимем и выбросим испорченное крыло. Теперь выберем и установим новое крыло. Может, это? Не подходит. А может, это подойдет? И это крыло не подходит. Тогда, может, вот это? Замечательно! Теперь его нужно покрасить. Может, красным? Как-то не очень. Тогда, может, желтым? Не, тоже не подходит. А может, оранжевый? Вот, то, что надо. Ремонт окончен. Автобус отремонтирован и может снова отправиться в путь. До свидания и больше не нарушай. Маленький автобус теперь был как новый, и он снова весело ехал по дороге. Теперь он хорошо знал, что под знак «Въезд запрещен» ехать ни в коем случае нельзя. Красный спортивный автомобиль лихо мчался по дороге, обгоняя всех на своем пути. Его колеса крутились быстро-быстро, и он не хотел соблюдать правила дорожного движения и не обращал внимания на знаки, предупреждающие об опасности. Вдруг на горизонте появился очередной знак с требованием снизить скорость. Но маленький спортивный автомобиль только прибавил скорости. И беда не заставила себя долго ждать. Машинка наехала на препятствие на большой скорости и поломала колесо. А нужно было всего лишь снизить скорость. Теперь придется ехать в мастерскую к доктору Машинковой. Выручай, доктор Машинкова! Нужно починить колесо.
Давай-ка посмотрим. С чего бы начать? Идея! Для начала снимем поломанное колесо. Опа! Оно нам больше не пригодится. Теперь давай подберем новый диск. Какая странная форма. Ну-ка, проверим. Нет, это явно не отсюда. А может, этот леденец подойдет? Так. Нет, и это точно не отсюда. Но выглядит забавно. Ну тогда, может, вот этот подойдет? Отлично! То, что нужно. Теперь нужно подобрать покрышку для диска. Давай вот эту примерим. Она, похоже, велосипедная, и нам, увы, не подходит. Тогда, может, вот эту, самую большую? Мощно! Но такая покрышка лучше подойдет трактору. Во, у этой неплохой размерчик. То, что нужно. Ремонт окончен. Ну-ка, проверим, что у нас получилось. Воу! Аккуратнее в следующий раз. Не гоняй слишком быстро. И вот как новенький автомобиль снова весело ехал по дороге, стараясь не превышать скорость. Теперь он соблюдал все правила дорожного движения, обращая внимание на все предупреждающие знаки. Теперь он просто молодец. Смотри, маленький желтый автомобиль едет по извилистым дорожкам, скрываясь то за одним холмом, то за другим. Он так торопился, что не заметил на дороге валяющийся острый гвоздь. И наехал на него. Колесо испорчено, а запасного нет. Нужно звать на помощь эвакуатор. Давай погрузим наш сломанный автомобиль на эвакуатор. Зацепляем крюк лебедки и поднимаем автомобиль на самый верх. Ну что ж, давай отвезем его к доктору Машинковой. Она точно поможет. Вот мы и приехали. Теперь надо выгрузить машинку. Обрадовалась доктор Машинкова новым гостям и попросила поставить машинку на подъемник для обследования. Вот так. А эвакуатору можно сказать спасибо и до новых встреч. Ну что, приступим к ремонту?
Доктор Машинкова предлагает снять испорченную шину. Итак, давай посмотрим на шину и поищем проблему. О, вот в чем дело. Это гвоздь. Давай его вынем, и для этого нам понадобятся кусачки. Тянем, тянем. Опа! Готово! Колесо спустилось именно из-за этого маленького гвоздика. Смотри, в шине осталась дырка. Ее надо заклеить специальным клеем. Вот так. Готово. Теперь шина как новая, и ее можно устанавливать на машинку. И, конечно же, надо накачать ее воздухом для упругости. Для этого используем насос. Ремонт окончен, и машинка может отправляться дальше в путь. А чтобы в следующий раз не пришлось вызывать эвакуатор, доктор Машинкова подарила желтому автомобильчику запасное колесо. Доктор Машинкова, как всегда, справилась и желает счастливого пути своему гостю. Смотри, какой симпатичный маленький грузовичок. Он возит грузы и не знает усталости. Смотри-ка, он привез несколько ящиков с лимонадом. А теперь его загружают арбузами, и он отправляется дальше. Этот синий грузовичок очень выносливый и трудолюбивый. А вот и следующая остановка. Тут он оставит арбузы, а заберет строительные материалы и поедет дальше. Так незаметно пролетело лето, и наступила осень, пора опавших листьев, дождей и гроз. Но наш пикапчик этим не испугать, он не боится плохой погоды. А вот и пункт назначения. Здесь как раз ждали этот груз. Теперь грузовичок отправился за елкой, ведь скоро Новый год. Тут, кстати, неподалеку растет большая красивая елка. Вот и осень осталась позади, а на ее смену пришла морозная зима. Кругом все было покрыто снегом, а дороги стали скользкими и непроходимыми. И вот уже видна та самая елка, за которой ехал наш грузовичок. Но никак не получается забраться в горку. Колеса проскальзывают, и он снова скатывается вниз. Что же делать? Я думаю, доктор Машинкова поможет решить эту проблему. Приехали! А как рада доктор Машинкова таким гостям! Рассказал пикапчик, что с ним приключилось, и попросил помочь ему. Доктор Машинкова все сразу поняла и успокоила грустную машинку. Нужно всего лишь сменить летние колеса на зимние, и больше он не будет скользить. Давай приступим. Для начала снимем летние шины. Раз и два. Уберем их на хранение до следующей весны. Они нам еще пригодятся. Летняя шина сделана из жесткой резины с неглубокими канавками. Зимняя же, наоборот, сделана из более мягкой резины, глубокими канавками для снега и вся утыкана железными шипами, чтобы не скользить на льду. Давай установим эти шины на грузовичок. Вот так. Замечательно. Теперь их надо накачать воздухом.
Все, готово. Доктор Машинкова помогла маленькому грузовичку, и он может смело отправляться за елочкой. Доктор Машинкова прощается с грузовичком и желает ему успеха. И вот он снова мчится по заснеженным дорогам к той самой горке, куда не мог забраться в прошлый раз. Но теперь он обут в правильные зимние колеса. А вот и горка. Так, ура, удалось! Все получилось. Можно грузить елочку и отправляться праздновать Новый год. Молодец, доктор Машинкова. Снова выручила нас в трудной ситуации. Привет! Смотри, какая интересная машинка. Это внедорожник. Он ездит там, где другие машинки просто не проедут, а ему все нипочем. Ведь он был создан именно для такой непроходимой местности, крутых холмов и глубоких оврагов, где очень много грязи и пыли. Гляди-ка, впереди какая-то очень грязная лужа. Но и она его не остановит. Машинка почти плывет, но продолжает двигаться вперед. Во-ка! Это было здорово, но теперь красная машинка такая грязная, ее нужно помыть. Давай зайдем к доктору Машинковой. Доктор Машинкова удивилась, конечно, такому грязнуле, но все равно очень обрадовалась гостю и пообещала хорошенько отмыть его. Итак, сначала надо сбить крупную грязь водой. Ага, вот так. Замечательно. Теперь нужно как следует намылить ее шампунем. Ух ты! Прямо как будто снегом покрылась машинка. Ну а теперь нужно хорошенько потереть ее мягкими щетками со всех сторон, чтобы смыть всю прилипшую грязь. Смотри, машинка стала почти как новая, но все еще мокрая, и с нее капает вода. Значит, ее нужно высушить. Давай сделаем это. Готово. Сушка закончена, и теперь машина блестит и выглядит прекрасно. Теперь она может отправляться в путь. Пока, машинка! Но посмотри, теперь все стены и пол гаража испачкались. Давай отмоем и их. Так, приступим. Красота! Теперь и гараж у нас чистый и светлый. Можно снова ждать гостей. Ура! Наш старый знакомый, желтый автомобиль, мчался по дороге, напивая себе что-то под нос, и не заметил, как его догнали два маленьких грузовичка и поехали рядом. Синий грузовичок спросил желтую машинку, куда она едет, и предложил ей поехать на пикник, посмотреть на закат. Желтая машинка сказала, что она сейчас совершенно свободна и с большим удовольствием примет это предложение. Обрадовались грузовички новому спутнику, и все вместе направились туда, откуда будет лучше всего виден закат.
Впереди как раз появился нужный поворот. Дорога была проселочная и не заасфальтированная. Большие колеи и лужи мешали проезду. И маленький желтый автомобильчик начал буксовать в первой же луже. Как он ни пытался проехать, у него ничего не получалось. «Не беда», — сказал синий пикапчик. «Тебе поможет доктор Машинкова. Она-то точно знает, что делать. Отправляйся к ней в гараж». В гараже его уже ждала доктор Машинкова и все знала о проблеме. Чтобы понять, как помочь автомобильчику, его нужно поднять на подъемник и хорошенько осмотреть. Очень низкая подвеска не для езды по проселочной местности. Не беда, поднимем подвеску. Сначала снимем колеса. Раз. На таких колесах лучше ездить по шоссе. Мы поставим другие. И два. Теперь увеличим дорожный просвет между дном автомобиля и дорогой путем поднимания подвески. Поднимем переднюю ось и заднюю. Теперь автомобиль стал выше, и на него можно поставить колеса большего размера и с более глубоким протектором. Раз и два. Для поездки на пикник не помешает взять с собой багажник на крышу. Как раз такой есть у доктора Машинковой. Также не помешает установить лебедку, чтобы можно было вытягивать друг друга из грязи. Ну и фаркоп, чтобы можно было цеплять грузы. Вот и получился у нас походный автомобиль. Можно смело отправляться в путешествие. Удачи тебе, желтая машинка! Теперь желтый автомобиль был полностью готов к любым сложностям на дороге, к любым препятствиям и радостно мчался к друзьям. А вот и нужный съезд. Теперь лужи, грязь и ямы на этой дороге не могли его остановить, ведь он был готов к этому. И легко добрался до места, где его уже ждали его друзья-грузовички. Те вместе они стали любоваться на закат. А мы прощаемся с вами. Пока-пока!